Прошу проконтролировать знания работниками милиции, находящимися в наряде, особых примет разыскиваемого вооруженного преступника Ефимова. Шрам над правой бровью, татуировка Веры на кисти левой руки. Напомните всем, что он вооружен гранатой и пистолетом. При появлении преступника задержать его только в том случае, если будет обеспечена безопасность граждан. В иных случаях за преступником необходимо организовать скрытные наблюдения и немедленно сообщить в городдел. В городе появился особо опасный преступник, сбежавший из колонии рецидивист, убийца. Задержание вооруженного преступника на улице города является сложной и ответственной задачей. Она требует хорошей подготовки и высокой мобильности личного состава органов внутренних дел. Промедление и нерешительность при проведении операции могут позволить преступнику скрыться, а профессионально неграмотные действия во время задержания или неверно выбранное место захвата преступника могут вызвать жертвы среди населения и работников милиции. Показанный в этом фильме метод подготовки оперативных групп и способ захвата преступника позволят усвоить общие требования, выполнение которых обеспечит успех операции. Although the sun is gone, I'll try to carry on. Although you... Тече вода, тече быстро. Jeder Weg, den wir gehen, kann so gut sein und schön. La 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 la. Повторяю, шрам над правой бровью и татуировка Вера на кисти левой руки. Вас понял. Важным условием достижения успеха при розыске и задержании вооруженного преступника является оперативное информирование личного состава и представителей общественности о его особых приметах. При этом задача дружинников заключается только в том, чтобы при обнаружении преступника доложить об этом в любое отделение милиции. В процессе ориентирования работников органов внутренних дел необходимо четко проинструктировать их о способах действий с учетом обеспечения безопасности окружающих граждан и участников операции. Товарищ милиционер, Слушаю. как пройти к детскому миру? За угол налево. Спасибо. Пожалуйста. Обнаружение вооруженного преступника требует напряженного внимания и осторожности. Сходство, пусть даже очевидное, всего лишь повод к дальнейшим действиям. Необходимо с полной уверенностью убедиться в тождественности известных признаков. Вот почему важное значение приобретают особые приметы преступника. В данном случае шрам над правой бровью и татуировка Вера на кисти левой руки. Оперативный дежурный городдела милиции, капитан милиции Михайлов. Товарищ капитан, докладывает сержант Телегин. Только что у универмага появился неизвестный гражданин, имеющий сходство с разыскиваемым Ефимовым. Особые приметы сходятся. Шрам над правой бровью, татуировка на руке. Одет в серый пиджак, темные брюки. Без головного убора. Постарайтесь, не обнаруживая себя, не выпустить его из виду. К вам выезжают работники уголовного розыска Никитин и Афанасьев. Вы их знаете? Да. Они подъедут к кинотеатру «Дружба» между универмагом и площадью Мира. Есть. Если преступник обнаружен в таком месте, где его задержание может вызвать жертвы среди населения, необходимо организовать за ним скрытные наблюдения и выбрать такой момент, когда действия по его захвату не создадут угрозу для окружающих граждан.
Для наблюдения за преступником оперативный дежурный городдела должен немедленно послать к месту его обнаружения работников уголовного розыска. Лейтенанту Афанасьеву и лейтенанту Никитину срочно прибыть в дежурную часть. Теперь благополучный исход операции зависит от правильности принимаемых решений, четкого управления силами и средствами, участвующими в операции. Товарищ подполковник, только что сержант Телегин обнаружил у городского универмага преступника Ефимова. Полученные сведения оперативный дежурный немедленно сообщает начальнику городдела милиции. Он прошел мимо универмага и направляется по улице Коммунаров в сторону площади Мира. Для наблюдения за преступником я направил лейтенанта Афанасьева и лейтенанта Никитина. Объявите сбор личного состава, участвующего в операции. Вызовите в дежурную часть майора Щеглова и капитана Свиридова. Я иду к вам. Объявлен сбор оперативной группы. Майору Щеглову и капитану Свиридову срочно прибыть в дежурную часть. Прошло 5 минут с момента обнаружения преступника. За это время оперативный дежурный направил для наблюдения за объектом 2 работников уголовного розыска, доложил о происшествии начальнику городдела, объявил сбор оперативной группы. С этого момента наблюдение за преступником взяли на себя работники уголовного розыска. Одним из важных условий успешного проведения операции по задержанию вооруженного преступника на улице города является обеспечение безопасности граждан и личного состава, участвующего в операции. Только что доложил лейтенант Афанасьев. Преступник миновал дворец пионеров и следует дальше по улице Горького. На этом участке его брать нельзя. Много людей, дети, могут быть жертвы среди населения. Его надо взять в менее людном месте. Товарищ Щеглов, возглавьте группу захвата. Есть. Товарищ Свиридов, группу прикрытия. Есть. Группе захвата выдвинуться в район Проточного переулка. Группе прикрытия улица Нижняя. Находиться в машинах в готовности к действиям. О продвижении преступника вас будет информировать оперативный дежурный. Решение о способе захвата преступника принять на месте. Есть. Есть. Товарищ Михайлов, сообщите Афанасьеву продолжать скрытные наблюдения за преступником, обеспечить перекрытие путей его отхода и постоянно информировать городдел о направлении его движения. Есть. Действуйте. Есть. Есть. Заместитель начальника городдела милиции и начальник уголовного розыска, назначенные старшими групп захвата и прикрытия, перед выездом на операцию проверяют готовность групп, ставят задачу по задержанию преступника, вооруженного гранатой и пистолетом. Первым важным условием, обеспечивающим успешное проведение операций по захвату вооруженных преступников на улице города, является подготовка в органах внутренних дел постоянно действующих групп захвата и прикрытия. Остановим на время действия и рассмотрим, что представляют собой группы захвата и группы прикрытия. Группа захвата создается из 4-5 человек,
физически сильных, имеющих практический опыт задержания преступников. Для того, чтобы группа захвата была боеспособной, действовала профессионально, грамотно и эффективно, сотрудники, входящие в ее состав, должны в совершенстве владеть оружием, знать приемы самбо, постоянно обучаться способам задержания опасных вооруженных преступников. Безупречная физическая подготовка участников групп захвата и прикрытия – это второе важное условие, обеспечивающее успешное проведение операции по захвату вооруженных преступников на улице города. При задержании вооруженного преступника участники групп захвата и прикрытия должны иметь защитные жилеты. Группа прикрытия предназначена для блокирования путей отхода преступника, обеспечения безопасности граждан и в случае необходимости оказания помощи группе захвата. В группе прикрытия целесообразно иметь 5-6 физически выносливых сотрудников, способных при необходимости организовать преследование и догнать пытающегося скрыться преступника. Группы захвата и прикрытия формируются из числа сотрудников различных служб. Целесообразно, чтобы в эти группы входили сотрудники, которые находятся на работе в штатской одежде. Желательно также, чтобы основное ядро группы захвата состояло из работников уголовного розыска. Участники групп захвата и прикрытия должны мастерски владеть оружием и уметь поражать цель уверенно и точно. При этом особенно тщательной тренировки требует стрельба по движущейся цели. Продолжим операцию по захвату преступника. Подготавливая его задержание, необходимо помнить: только абсолютная уверенность в том, что разыскиваемый преступник и объект, на который падает подозрение, одно и то же лицо, дает право работникам милиции осуществить его задержание с применением приемов самбо. Вот почему необходимо убедиться, тождественны ли имеющиеся у работников милиции фотографии с лицом наблюдаемого объекта. Брест-4, я Брест-11. Объект прошел киоск «Союз Печати» вблизи магазина «Оптика». Сейчас следует по улице Горького в направлении Старого Сада. Будем его брать у входа в Старый Сад. Начальник городдела милиции принял решение о задержании преступника в районе Старого Сада. При этом обращается внимание руководителей групп прикрытия и захвата на то, чтобы была обеспечена безопасность окружающих граждан. О выходе Ефимова к Старому Саду по Второму каналу сообщите группам захвата и прикрытия. Есть! Прошло 17 минут с момента обнаружения преступника. Вашей группе, прибыв на место, необходимо выбрать и занять позиции, обеспечивающие скрытное расположение и быстрые действия по захвату объекта. О его подходе сообщат по радио наблюдающие за ним сотрудники. Группе прикрытия блокировать пути отхода преступника и быть готовой оказать помощь группе захвата. В период действий по захвату преступника обеспечить безопасность граждан. После того, как принято решение о месте захвата преступника, группы захвата и прикрытия немедленно прибывают в район операции, изучают оперативную обстановку. При этом учитываются наличие остановок городского транспорта, места массового скопления граждан и возможные пути отхода преступника. Решение о расположении личного состава и способе захвата преступника принимает руководитель группы захвата в зависимости от оперативной обстановки. Руководители групп прикрытия и захвата указывают каждому члену группы место его расположения, методы маскировки, порядок действий по захвату преступника, а в случае его отхода способ отвлечения внимания преступника для обеспечения действий по захвату. Пока преступник подходит к Старому Саду, руководители групп захвата и прикрытия производят расстановку сотрудников, участвующих в операции, с таким расчетом, чтобы при любом варианте движения преступника в районе Старого Сада был обеспечен его захват.
В данном случае руководитель группы захвата подготовил основным вариантом задержание преступника в саду. Но если преступник не пойдет в сад, участники операции быстро займут новые позиции по одному из вариантов, предусмотренных заранее. Внимание, внимание. Объект подходит к старому саду. Внимание, внимание. Объект вошел в старый сад. Теперь участники группы прикрытия должны приблизиться к центральному входу сада, чтобы в случае необходимости оказать помощь группе захвата. Преступник вошел в сад. Рассмотрим на схеме расстановку участников операции при этом варианте. Двое участников группы захвата занимают позицию у киоска на главной аллее сада. Вблизи него должен произойти захват преступника. Двое других участников группы захвата занимают позицию вблизи киоска у входа в сад. Они и окажут помощь в непосредственном захвате преступника. Если преступник перейдет улицу и будет продолжать движение по ее левой стороне, не заходя в сад, то его задержание произведут те два сотрудника, которые находятся у входа в сад. А помощь им окажут сотрудники, располагающиеся у киоска в саду. Если преступник, перейдя улицу, пойдет в обратном направлении, его задержание произведут участники групп прикрытия и захвата. Если преступник не перейдет улицу и будет продолжать движение по правой стороне, его задержание производится составом группы прикрытия и резервом группы прикрытия. Руководитель группы захвата, занявший позицию с левой стороны у входа в сад, имеет возможность держать в поле зрения и главную аллею сада, и улицу. Отсюда ему удобно поддерживать связь с группой прикрытия. Вместе с руководителем группы прикрытия он осуществляет маневр силами и руководство действиями по захвату преступника. Участники группы прикрытия блокируют возможные пути отхода преступника в саду и у входа на лестницу, ведущую в спортивную зону, расположенную на холме. В случае отхода преступника в этом направлении сотрудники группы прикрытия осуществляют его захват. Если преступник прорвется по левой стороне улицы, резерв группы прикрытия задержит его здесь. Пост надзора за движением имеет задачу задержать подход троллейбуса к остановке в то время, когда к ней будет приближаться преступник. Итак, преступник вошел в сад. При захвате вооруженного преступника особое значение имеют внезапность и быстрота действий работников милиции. Для этого каждый участник операции должен хорошо знать свои задачи и способы их выполнения. Разрешите прикурить? А если преступник пройдет мимо? Разрешите прикурить? Некогда мне. Операция по задержанию преступника заняла 35 минут.
Показанный способ отвлечения преступника и приема его захвата являются лишь одним из вариантов действий работников милиции. Однако в любом случае главное состоит в том, чтобы не дать преступнику возможности воспользоваться оружием и нанести ранение гражданам или сотрудникам органов внутренних дел, участвующим в операции. Брест-1, я Брест-8. Объект взят. Потерь среди населения и личного состава нет. Следуй на базу. Запомните, успешное проведение операции по задержанию вооруженных преступников на улице города требует заранее подготовленных в органах внутренних дел и постоянно действующих групп захвата и прикрытия, высокого уровня физической подготовки личного состава оперативных групп, четкого управления силами и средствами, участвующими в операции, принятия необходимых мер по обеспечению безопасности граждан и участников операции.